Истории инки из Лапландии. Древнее пророчество Чайви Ловды. Часть 1. В Нижнем мире время текло иначе. Здесь не было солнца и не наступала ночь. Не пели птицы. Лишь древние подземные воды медленно несли память о тех, кто когда-либо жил под северным небом. Мудрые духи говорили: «Пока течет вода памяти, живы 3 мира». Многие века эту память оберегала великая хранительница Нижнего мира Суолло Мадда. Но даже духам однажды приходит время отправиться по тропе предков. И этот день настал. Прошли годы. Маленький черно-белый лебеденок вырос. Чайви Ловда стала прекрасной девушкой. Она могла по своей воле менять облик, превращаясь то в величественного черно-белого лебедя, то в прекрасную девушку. Ее длинные черные волосы струились по плечам, словно темные воды подземных рек. Но больше всего поражали ее глаза. Они были необыкновенного голубого цвета, чистые и глубокие, как весеннее северное небо после долгой полярной ночи. Когда Чайви Ловда смотрела вдаль, казалось, будто в ее взгляде плывут белые облака, гуляет северный ветер и сияет тот далекий верхний мир, которого она никогда не видела, но который продолжал жить в ее сердце. Иногда ей казалось, что вместе с подземными водами до нее доносится далекий йойк матери. Она не знала, было ли это воспоминанием, или сама память миров пела ей древнюю колыбельную. Она помнила северный ветер. Совсем маленьким лебеденком она успела лишь несколько раз подняться в небо вместе с родителями. Они летали невысоко над озером Сиида, и ветер ласково касался ее крыльев, словно благословляя дитя 3 миров. С тех пор этот ветер навсегда остался в ее сердце. Иногда ей снилось бескрайнее голубое небо, где жили ее родители Саэлья и Гувлас. Во сне она вновь слышала йойк матери, плывущей над водой озера Сиида, и просыпалась с ощущением, будто где-то далеко ее по-прежнему ждут. Это были самые дорогие воспоминания, сохранившиеся с тех времен, когда она была еще рядом со своими родителями. Но судьба готовила ее к великому испытанию, о котором Чайви Ловда еще ничего не знала. Пришло время и великой Суолло Мадде исполнить свой последний долг. Ведь даже путь самого мудрого хранителя однажды заканчивается. Из самых далеких уголков Нижнего мира начали собираться древние духи, духи памяти, духи подземных вод. И даже те, кто веками скрывался в глубоких пещерах, вышли проводить свою хранительницу. Они знали, заканчивается целая эпоха. Скоро Нижний мир обретет новую хранительницу. На древнем троне сидела
Суолло Манда. Ее лицо было спокойным, словно гладь подземного озера, а глаза светились мудростью многих тысячелетий. Перед ней стояла Чайви Ловда. Суолло Манда долго смотрела на внучку. В ее взгляде не было печали, лишь спокойствие. Она знала, Нижний мир останется в надежных руках. «Время пришло», — произнесла хранительница. Ее голос эхом прокатился по всему Нижнему миру. Даже камни, казалось, слушали ее. «Отныне ты станешь новой хранительницей. Не потому, что ты моя внучка, а потому, что сами духи выбрали тебя. Помни, Чайви Ловда, хранитель не властвует, хранитель служит. Не повелевай духами, слушай их, не наказывай без причины, но никогда не позволяй злу нарушить равновесие. Помни главное: Нижний мир не царство смерти, это царство памяти. Пока жива память, живы предки, живы легенды, живы 3 мира. «А если однажды мне не хватит сил?» — спросила Чайви Ловда. Суолло Манда ласково улыбнулась. «Сила рождается не в могуществе, она рождается в любви. И только тот достоин быть хранителем, кто боится использовать свою силу во зло». После этих слов старая хранительница продолжила. «Есть тайна, которую я хранила долгие годы. Сегодня я должна открыть ее тебе, потому что хранительница не может жить, не зная всей правды о своей судьбе.